Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. В свежем трейлере The Alters команда 11-Bit Studios решила своеобразно проломить четвертую стену. Ян и его копии проходят ту же The Alters в The Alters. Один жмет кнопки на геймпаде, а остальные забавно его действия комментируют. Трейлер, прикольный. Напомню, что в The Alters простой рабочий Ян Дольский застрял на смертельно опасной планете. Чтобы покинуть ее, он создает разные версии себя, понадеявшись на принцип «одна голова хорошо, а две лучше», хотя счет далеко за две ушел. Каждая из копий по-своему реагирует на происходящее, и все они лезут под руку со своими советами. Исследование окружения, строительство базы и так далее, на каждое действие хотя бы у одного из альтернативных Янов найдется комментарий. Трейлер, который, кстати, крутился у вас на экране все это время, предоставил демо-версию того, как игроку предстоит уживаться с другими Янами. The Alters готовится для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра будет в Game Pass, к слову. Окно релиза когда-то до конца 2025-го, а пока можете в демку поиграть. Она лежит в Стиме. Инсайдер и датамайнер Максим Полетаев, также известный как Gabe Follower, со ссылкой на свои источники поделился последними планами Valve. Оказывается, Гейб Ньюэлл готовится выпустить новую гарнитуру виртуальной реальности под кодовым названием Descartes к концу 2025 года. Согласно данным Полетаева, шлем будет полностью беспроводным, а рекомендованную цену ему поставили около $1200 за полный комплект. Несмотря на такую высокую цену, Valve, как ожидается, будет продавать Descartes себе в убыток. На старте продаж для устройства выпустит несколько собственных игр или демоверсий. Они, по заверению инсайдера, уже готовы. Судя по утечкам, Descartes оснастят модифицированной версии SteamOS, той же, что и внутри портативки Steam Deck. Она позволит пользователям запускать игры из Steam на плоском экране в режиме виртуального экрана даже без необходимости использования ПК. Лишь бы потянуло. Первые демонстрации Descartes могут состояться уже в ближайшее время, правда, за закрытыми дверями. Warner Bros. Недавно запечатала двери в офисе Monolith Productions. Там же остался и проект по Чудо-женщине. Только вот право собственности на систему Nemesis по-прежнему остается в руках концерна. Патент на эту штуку будет действовать еще более 10 лет, обратили внимание в СМИ. Для тех, кто забыл, что это вообще за штука такая, напоминаю. Nemesis — это механика, впервые представленная в Middle-earth Shadow of Mordor, и позже доработанная в Shadow of War. Она позволяет процедурно генерировать уникальных врагов, которые запоминают взаимодействие с геймером и развивают свои характеры на их основе. Многие разработчики могли бы внедрить такую систему в свои игры, только вот Warner Bros. Зарегистрировала патент в 2021 году. Все, теперь засудить могут незадачливых геймдизайнеров. Несмотря на закрытие Monolith, как и сказал, патент останется в силе еще долго, как минимум до 11 августа 2036, пока компания продолжает платить необходимые взносы. Но губу не раскатывайте, и после истечения этого срока Warner'ы вполне могут продлить свои права. Если другая студия Warner Bros. Не решит использовать Nemesis, механика будет пылиться без дела еще долгие годы в стенах издательства. На официальном канале Xbox вышел подкаст с Крейгом Дунканом, главой Xbox Game Studios. В нем он прокомментировал текущий подход компании к мультиплатформенности. Даже поделился своим мнением по поводу анонса Switch 2. Говорит, эта новость его порадовала. И ему всегда интересно, над чем работает Nintendo. Новая личность Xbox — добряк во всей своей красе. А вот что Дункан сказал насчет мультиплатформенности. Цитата. «Я думаю, это хорошо для геймеров. Это хорошо для наших студий. Наши студии делают потрясные игры, и мы хотим дать им возможность охватить как можно более широкую аудиторию. Я вспоминаю, как был главой студии разработки Sea of Thieves, как Sea of Thieves вышла на других платформах, как мы смогли убрать барьеры, дабы люди могли играть вместе. Я думаю, это хорошо для геймеров. Хорошо, что наши игры выходят на большем количестве платформ». Конец цитаты. Напомню, что Крейг Дункан стал новым главой Xbox Game Studios после ухода с поста Алана Хартмана в конце ноября 2024. До этого Дункан возглавлял студию Rare более 14 лет, где курировал такие проекты, как Kinect Sports и Sea of Thieves. Дядька очень уважаемый. А помните, была такая игра Deadlock? Примерно такой вопрос прозвучал недавно в офисе Valve, видимо, и они решили запилить для игры какое-нибудь обновление. 26 февраля оно вышло. Патч меняет прежнюю карту с 4 лайнами на более традиционную с 3, прямо как в Dota 2. Чтобы помочь игрокам адаптироваться к новым условиям, Valve ввела новый режим исследования, позволяющий перемещаться по карте вне матчей. Среди других ключевых изменений переработаны система покупок, модельки героев и звуки, а еще завезли новую систему сбора душ. Больше не нужно наносить финальный удар по крипам, достаточно просто быть рядом, чтобы всосать ресурсы. Обновление также включает поддержку NVIDIA DLSS, AMD FSR 3 и функции снижения задержек. Апдейт, повторюсь, уже доступен для всех участников закрытого бета-теста Deadlock. К
концу февраля Sony представила очередную пачку тайтлов, которые достанутся подписчикам PlayStation Plus в марте. Забавно, что в эту подборку угодила Dragon Age The Veilguard. Сколько там с релиза прошло? 4 месяца? Так это ж мой любимый жанр игр. Финансовый провал. Ну, прикольно на самом деле. Получить Драгонагу в подписке вполне неплохо. Кроме нее, в марте можно залутать Sonic Colors Ultimate и Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection. Название очень короткое и лаконичное, как я люблю. Первое, Sonic Colors, это перевыпуск Соника с Wii, а второе — сборник аж из 13 старых игр про черепашек-ниндзя. А вот и все новости на сегодня. За добавкой приходите к нам на сайт. Еще там можете заценить новый рефанд с кучей интересных игр. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!